Все, что я поняла к своим 44 годам, на самом деле так просто, но если бы мне сказал это кто-то 20 лет назад и даже 10 лет назад, я бы, наверное, с чем-то была не согласна. Во что-то бы не поверила, что это возможно, а что-то бы, вернее, даже многое, я бы просто не поняла. Или какой-то мур. Но мне сегодня очень хочется поделиться вот этими своими открытиями, которые, возможно, для кого-то не будут открытиями, а просто они откликнутся. И я буду рада, если ты что-то добавишь, и такой сформируется более объемный взгляд, который обогатит и меня, и тех, кто с нами вместе поговорит. А нет же больше никого, да. Надо сказать, что у меня сегодня день рождения, мне исполнилось 44 года. И я его решила отметить вот таким своеобразным образом. Каждый год в течение дня я стараюсь найти минутки, чтобы побыть побольше с собой. И вот сегодня я побуду с собой, с тобой. И это такой разговор с собой, с тобой. Все, о чем я хочу поговорить сегодня, это такие ценности, настоящие в прямом смысле ценности. Можно представить даже, что это шкатулка, которую я берегу и обогащаю в течение жизни. Самые главные жемчужины шкатулки, я считаю, настоящесть. Быть настоящим человеком. Быть настоящим в проявлении своих чувств, в мыслях, в том, что ты говоришь людям, как ты это говоришь. Как ты разговариваешь с собой, как ты относишься к себе. С самого детства я очень часто ощущала некоторую натянутость или наигранность в людях. Почему-то это очень резко бросалось мне в глаза, и я так не выбирала. И наоборот, мне хотелось быть еще более настоящей. Когда все стали краситься, я решила этого не делать, для того, чтобы просто остаться настоящей. Ну, я так представляла себя настоящей, потому что когда я пару раз накрасилась, ну, как все это мы пробуем в подростковом возрасте, я там не узнала себя. И потом впоследствии, я тоже, когда по работе бывала у визажистов, потом я оттуда выходила, и это была не я. Я не говорю, что не надо краситься, это просто мое ощущение. Я себя не вижу в гриме, в косметике настоящей. Позволить себе быть настоящей даже в том, как ты выглядишь, так, как ты себя видишь, а не так, как сейчас модно или так, как принято. То же самое могу сказать и про улыбку. Улыбаться, когда ты хочешь улыбаться, и не улыбаться, когда ты не хочешь улыбаться. Я говорю, стараюсь говорить то, что я думаю, и то, что хочу сказать. На это нужна на самом деле смелость. Твои интонации, чтобы были именно твоими. И выражал ты себя так, и жил ты так, как ты видишь, так, как ты чувствуешь по-настоящему, не подражая ни за кем. И вот отсюда уже и вторая ценность вырисовывается — это свобода. Свобода быть собой, свобода вообще быть свободным. А, наверное, это самая-самая-самая главная ценность, которая есть в наше время. И таким образом ты создаешь свои правила, свои стандарты, свою жизнь, свой образ. И, возможно, он кого-то будет иногда шокировать, удивлять, но он не противоречит, он не борется ни с кем, он не в противовес, он просто такой, какой он есть. И тебя на самом деле таким принимают, и тебя таким любят, когда ты не кичишься, когда ты по-настоящему настоящий, простой, такой, какой ты есть. А ведь ты есть на самом деле простой, добрый, открытый, настоящий, искренний. И вот когда ты такой, тебя принимают. И твоя непохожесть даже становится твоим плюсом. Ну пусть кто-то не поймет, но он все равно не будет испытывать каких-то таких враждебных или неприятных чувств. Тебе, наоборот, это даст больше свободы, еще больше даст свободы тебе жить в этом. И, возможно, тебя посчитают немножко творческим. Ну, меня, например, считали такой, и там, где для многих были правила и нормы, мне, как творческому человеку, позволяли больше. И я поняла, что моя настоящесть и моя свобода, еще в детстве это поняла, и мое стремление вот к этой свободе, оно дает мне уважение и дает мне еще больше свободы быть собой и быть еще более настоящей, и быть еще более свободной. И это приносит очень большую радость в жизнь, и это становится твоей изюминкой. И вот еще одна драгоценность, которую я считаю своей ценностью фундаментальной, это то, что твои недостатки на самом деле — это твои изюминки. Ну, яркий пример приведу, с собой связанный, конечно, потому что нет же больше никого, да. Но вот у меня своеобразная буква «Р», грассирующая или картавая, кто-то скажет.
И в детстве мне было, ну, как-то это мне было нормально. И моим родителям было нормально. А потом, когда я пошла в школу, кто-то сказал, а вот она картавит. Ну и кто-то пытался надо мной посмеяться. Сначала я огорчилась, но моя мудрая мама сказала мне, ты что, это же твоя изюминка, не надо, не стесняйся этого. Я ее послушалась. А потом, когда я стала постарше, логопед в школе сказал, нет, надо эту девочку обязательно переучить, надо, чтобы она говорила, как все, нормально. Я сходила на занятия, я научилась понемножку говорить эту букву «Р», но это было, ну, так искусственно, это было, не знаю, ну, вот моя вся душа противилась этому. И моя мама мне сказала, зачем же ты туда ходишь? Хотя она работала в этой же школе учителем, а она мне сказала, зачем же ты туда ходишь? Не надо, у тебя прекрасная буква «Р». И я себя действительно так чувствовала. Я просто знала, я была четко уверена, что моя буква «Р» — это моя изюминка, потому что, ну, никто не может так сделать, как я. Или какой-то «мурр», ну, или еще что-то, какие-то звуки издавать. Я вот так вот в это баловалась, игралась, мне это очень нравилось. Я считала действительно своей изюминкой, преимуществом. И все, и никаких насмешек больше не было. И действительно, все стали воспринимать это моей изюминкой. И что самое интересное, потом я работала там, где нужна была хорошая дикция, на радио. И вроде бы сначала казалось, что она мне мешает в профессиональной деятельности, но в итоге, если вкратце, наоборот, это стало моей изюминкой. И я только окончательно в этом утвердилась. Ну, это может касаться всего. У нас есть свои какие-то, ну пусть это будут какие-то внешние недостатки, кто-то находит, хотя Бог нас и так придумал и создал идеальными. Можно и по-другому посмотреть. Мы сами выбрали себе тело и пришли именно с тем набором телесных или каких-то других характеристик, вот, например, речевых. В любом случае, все, что есть у меня в наличии, это для чего-то нужно. И на самом деле это даже не столько твоя изюминка, сколько твое главное преимущество. И особенно, когда ты это примешь в себе, полюбишь в себе это, то это расцветет еще с большей силой, и ты с полной силой используешь вот эту свою особенность. И отсюда выходит еще одна ценность – это любовь к себе. Это тоже тема отдельного разговора, но научиться любить себя, если еще пока не умеешь, это самая главная задача. Особенно для нас, для женщин. Полюбить себя такой, какая есть, и ты начинаешь расцветать. На самом деле, какой бы недостаток ни был, это для чего-то. И, скорее всего, это твой опыт и результат твоего выбора. И когда ты начинаешь смотреть на это с этой точки зрения, ты понимаешь, что любой недостаток – это повод для благодарности. Мало людей, мало женщин особенно, кто любит себя. И даже вот если я сейчас скажу, что да, я люблю себя, ну, я все-таки, наверное, слукавлю, потому что нет-нет, да где-то я не проявляю эту любовь, если я буду по-честному смотреть. Поэтому этому нужно учиться всю жизнь, каждый день. Заботиться о себе, о своем теле, о своем доме, в котором ты живешь. Давать ему движение, думать о том, чем ты его кормишь, вовремя ложиться спать. Это так просто, это такие известные истины, но просто ли это осуществлять на самом деле? Просто ли соблюдать элементарный режим дня? Заботиться о своем внутреннем состоянии, спокойствии, я имею в виду, о душевном состоянии, о своей внутренней гармонии, о гармонии внутреннего и внешнего, это и есть любовь к себе. Ну, по каждому пункту я могу отдельно говорить, и, наверное, стоит об этом говорить когда-нибудь. Если тебе откликается, напиши. Мне много что есть рассказать, и у меня есть свои такие, ну, это не ритуалы, это просто действия, наверное, через которые я стараюсь любить себя. Еще одно открытие, что бы ни происходило, ничего нет плохого или хорошего из того, что происходит в твоей жизни. Это все опыт. А опыт не может быть априори ни плохим, ни хорошим. Это в любом случае твоя ценность, твоя драгоценность, это твой багаж, с которым ты идешь дальше по жизни. И уже опираясь на него, ты принимаешь свои дальнейшие решения. И здесь еще одно открытие мое – это выбор. Существует ли выбор? Это такой спорный вопрос. Сейчас много об этом спорят, есть выбор или нету. Я поняла, что на самом деле выбора никакого нет. Может быть, кому-то, конечно, не понравится то, что я скажу. Выбора нет, есть путь. У каждого свой путь и своя манера проходить этот путь. Выбор начинается после того, когда ты сходишь с своего пути, когда ты отклоняешься
И тогда возникают вот эти самые или-или. Когда ты на своем пути, когда ты уверен, ты находишься в состоянии спокойствия, ты четко знаешь, куда тебе идти. Там такого понятия, как выбор, даже не возникает. Это просто действительно путь. Но об этом тоже можно долго говорить, и ты можешь написать, что думаешь ты. Нет бездарных людей, нет неталантливых людей, нет серых людей, неярких, скучных. Каждый интересен, каждый талантлив и каждый одарен, каждый уникален. В этом я убедилась, повидав большое количество людей. Я с каждым разом только убеждалась, что каждый уникален, каждый интересен, и каждому есть чем поделиться с этим миром. Но только почему-то мы часто думаем, что нет, это не про меня. Когда смотрим кого-то в соцсетях, чью-то ярко выраженную проявленность, как это сейчас модно говорить, харизму или просто талант, уникальность. Просто смелого человека, когда мы видим, мы не считаем, что мы такие. На самом деле каждый человек несет в себе такой бесценный опыт и что-то особенное, чего нет у другого. Талант — это что такое? Это тот инструмент, которым ты делишься с миром, своими открытиями, своим внутренним наполнением, своим опытом, просто собой, тем, что хочется тебе выразить. Это не обязательно какой-то очевидный талант. Иногда талант — это та жизнь, которую ты живешь, твоя уникальная история. Иногда талант — это просто умение молчать. Есть такие люди, в тишине которого, вот именно так хочется сказать, так комфортно пребывать, просто смотреть на него, просто находиться рядом. Есть талант в том, чтобы уметь слушать, поддерживать. Много талантов. Нет ни одного неталантливого человека. Не нужно бояться начинать с нуля, потому что на самом деле ты никогда не начинаешь с нуля. Ноль — это только кажущаяся точка отсчета. До этого у тебя был опыт, даже не обязательно в этой области, но вообще был какой-то жизненный опыт. И все равно ты никогда не начинаешь с нуля. Ты начинаешь с определенных навыков, которые ты наработал до этого. Ведь, например, я могу привести очень хороший пример. Я когда-то очень давно, много лет назад, решила сменить профессию и стать фотографом. Но мне очень хотелось фотографировать людей. Но никаких особых навыков у меня не было. Естественно, я поучилась. И мне казалось, что я начинаю с нуля. Но на самом деле не было это началом с нуля. Больше всего мне пригодились мои знания коммуникации, которые я наработала на своей предыдущей профессии. Прежде всего, что я делала, так это общалась с людьми. Потому что прежде чем получить хорошие фотографии, ты входишь в контакт с этим человеком, ты настраиваешь его на определенное состояние. Да ты просто общаешься с ним по-человечески. Мне приходилось затем работать в очень больших компаниях, скажем так, где было по 100 человек. И этому тоже помогла моя предыдущая профессия. Поэтому никогда не начинаешь с нуля, хотя тебе кажется, что это так. А еще, если уж мы заговорили о начале, никогда не нужно думать, это я говорю себе, прежде всего, что все уже изобретено, что ничего нового не придумаешь, что никакого нового слова там в чем-то ты не скажешь, ничего нового не скажешь в прямом смысле этого слова. На самом деле это тоже не так, потому что каждый делает что-то по-своему. Изобретать повторный велосипед не надо, но ты свой велосипед сделаешь совсем иначе, так как его не сделает никто. Потому что ты не робот, чтобы просто повторять, ты человек, ты не искусственный даже интеллект. Поэтому просто не нужно повторять. Нужно делать по-своему. И даже если тебе кажется, что здесь уже все изобретено, попробуй. Если тебе хочется, попробуй. Потому что твоя аудитория, твои клиенты, твои соратники, возможно, просто люди, они всегда найдутся. И пусть, например, сейчас очень много, кого много? Психологов. Но ты будешь уникальный психолог. У тебя свой опыт, свое содержание, свое видение. И вот здесь мне хочется выдохнуть. Нет никаких конкурентов, нет никаких врагов. Есть только друзья и соратники. Опять же, с этим тоже можно поспорить. Но все мы знаем, что даже болезнь может быть нашим другом.
Наши враги – это тоже наши друзья. Это все то, что помогает нам приобретать определенный опыт. Так называемых врагов можно воспринимать как тренажеры, которые помогают нам становиться сильнее, осознаннее. Врагом-то ведь это мы его называем, это наш ум так определяет. А конкуренты, так это вообще наши самые близкие друзья. И на самом деле это соратники, потому что если есть конкуренты, значит, есть спрос на то, что ты делаешь. И значит, вы все вместе трудитесь во благо или для кого-то. И они помогают, во-первых, тебе расти, делать твой продукт качественнее, лучше. Они очень часто тебя обогащают новыми идеями, потому что благодаря ты им опять же растешь, развиваешься, они дают тебе сидеть, застаиваться. Это самые настоящие друзья. И само их наличие – это уже гарантия того, что ты движешься в нужном направлении. Ну а что, это же правда? И здесь мне хочется замедлиться, но я себе стараюсь всегда напоминать, замедлись. Вот меня понесло, мне очень много захотелось сказать, но качественнее это можно сделать, чуть замедлившись, чуть-чуть. Ум начинает немножко замолкать, и чувства, ощущения становятся громче, и ты чувствуешь и проживаешь эту жизнь, ну, действительно вкуснее. Отключить все и включить как раз тишину. Вот тишина — это ценная вещь, которую как можно чаще лучше приносить в свою жизнь, культивировать. Это самая настоящая ценность. И для меня когда-то это стало большим открытием. И тоже еще одна тема, наверное. Я провела очень большой эксперимент, и здесь могу уже сказать на собственном опыте, к чему приводит тишина, внутренняя и даже внешняя, каким невероятным переменам в тебе и даже в твоей жизни. И, кстати, здесь возникает еще одно открытие мое – это эксперименты. Что такое жизнь? Жизнь – это и есть большой эксперимент. Не нужно бояться экспериментировать. Эксперимент – это то, что делает твою жизнь уникальной, интересной. Это то, что дает тебе твой опыт. Твои собственные знания, не те, которые ты услышал у кого-то или прочитал. Это то, что ты познал на своем опыте. Ты уже начинаешь еще больше экспериментировать. И я поняла в определенный момент, что вся моя жизнь становится экспериментом. Я готовлю, каждый раз я экспериментирую. Я никогда не готовлю одно и то же кушанье, даже по одному и тому же рецепту, но всегда привнести что-то новое в него. В один момент я даже подумала, что в слове «эксперимент» содержится мое имя. Это очень четкое слово, которое меня отражает, но я почему-то не делюсь результатами своих совершенно иногда сумасшедших, невероятных экспериментов. А ведь в них столько опыта и столько знаний, которые я получила. Не быть никому учителем. Даже, может быть, и поменьше говорить, а просто быть. Вот и все, что нужно. А самое главное — говорить языком любви. Учиться этому. Это не самое простое дело. Я тебя призываю поделиться своими мыслями, своими открытиями, которые ты совершила за свои сколько-то лет, неважно сколько. Это очень ценно, это очень важно не только мне, но и всем тем, кто это прочитает. Потому что если он нашел время, это прочитал, значит, это ему нужно. И я благодарю тебя. До скорых встреч.